здорово! С вами, как всегда, я, Леха. Это канал Hard Games. И сегодня у нас новая серия. Новая серия по Assassin's Creed Revelations. Откровение. В предыдущих сериях не скажу, что было, не скажу, что там где как. Просто скажу вам одно, то что ссылочку на плейлист ты найдешь внизу в описании. Кстати, напоминаю то, что все прямые эфиры по играм ты можешь найти на канале ВАЗД. Ссылочка тоже внизу в описании. Переходи, подпишись, не скупай, живопись. Не знаю, к чему я это сказал, но ладно. Вот, так что досматривай ролик до конца, там полезные тоже ссылочки, переходики, там все дела. Спасибо за лайк, спасибо за подписку. Чай, кофе, господи, может мне фристайл пойти? Вот, мы продолжаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Ай, ну давай. Опа! Так, в этой серии, я напоминаю, ребят, мы с вами будем пытаться открывать бомбы. Не открывать, господи, а изготавливать. Мы сейчас с вами, Юсуф, наш кореш, по-моему, да, правильно, так же его зовут. Мы с вами научимся изготавливать Корсар 9. Я, кстати, серию назову так. Разрывной. Ну, поехали. Ай, ну давай. Так. Мы изготавливаем наши бомбы из 3 основных частей. Корпуса, пороха и главного компонента. Иногда мы добавляем еще кое-что для забавы. Но об этом потом. Пока сосредоточься на основном. Корсар 54. Я понял. Значит, смотрите. Все бомбы делятся на диверсионные, тактические и летальные. Ну, летальные мы все понимаем. Это взрыв и убийство. Тактические — это, я так понимаю, отступление. Диверсионные, ну, слово говорит само за себя. Итак, давайте изготовим бомбу диверсионную. Ать. Слушайте, ну у нас вроде бы как для этого все есть. Я, правда, немного не понимаю. Ударный корпус, корпус с запалом. Я корпус выбираю. Отскакивать от поверхности, взрыв произойдет через 3 секунды. Короче, это как прям настоящая петарда. Терактовый корпус этой бомбы очень хрупкий, взрывает сразу при ударе. Не-не-не-не, мне вот такой нужен корпус. Так. Корпус есть. Порох. Индийский порох. Порох обеспечивает маломощный взрыв. Нет, нам надо, чтобы арабский порох. Этот порох создает средний взрыв. А есть, короче, британский. Так, давайте арабский. Слушай, посмотри, она прям с правой стороны, видишь, начиняется прям. Обалдеть. Эффект шрапнель. Это мелкие куски металла, которые, будучи разбросаны силой взрыва, убивают цели. Не, мне вот это вот с пожилой шрапнелью надо. Можно? Нажмите Е, чтобы бросить петарду. Граната! Сразу видно. Ясно все. Да. Все необходимое для изготовления бомб находится прямо в городе. Так что смотри по сторонам и под ноги. Глядишь, чего и найдешь. Ну вот мне и дело. Этот Грация, парень Юсуф. был из тех. Ты видел раньше эту книгу? Нет, это дневник. Си. Крестовый поход Никола Поло. Отец Марка? Он был у тамплиера в Масиафе. Там говорится о 5 ключах в библиотеке Альтаира. Никола спрятал их здесь. И тамплиеры знают это. Времени у нас в обрез. Они уже нашли один. Под топ-капи. Я хочу забрать его и найти остальные 4. И с чего ты начнешь? С поисков. Со старой лавки Пола, наверное. У них же в этом районе была лавка. Кажется, да. Поговори с мастером Пири Рейсом на базаре. Они Он просто так нам подскажет не тебе, отдадут. где ее найти. Ну и заодно может поделиться с тобой несколькими рецептами бомб. Окей. Давай попробуем. Так, давайте сразу карту зачекаем. Мы с вами научились очень быстро перемещаться по карте. Нет, здесь понты бежать.
близко. Хоть. Хватит! Да ну ёп. Если я что и сделал, то не нарочно. А уже все. А надо было раньше. Такое поведение недопустимо. Ну да, взрослому мужику по крышам бегать такой себе. Базара ноль. Ага. Эть. Опа. Ок. Мастер Пири, кажется, я знаком с вашими трудами. Мастер? Ты от Юсуфа Тазима, что ли? Он любит преувеличивать. Си, он сказал, что ты покажешь мне место, где была лавка Никола Поло. А, Никола ты, значит, и все-таки. есть тот флорентиец, Или о Никола? котором он мне плешь проел. Лотарио? Эцио. Мне на слух одно и то же. Так, Эцио старая Аудиторе. лавка Поло — это на западе от Айя София. Вот. Грация. Юсуф также сказал, что ты знаешь толк в производстве особых бомб. Ах уж этот Юсуф. Ну да, есть такое. Я служу в армии султана-навигатора. Ого. Сейчас в отпуске, изучаю картографию. Будучи на службе, я стал настоящим поклонником артиллерии и всякой взрывчатки. Это полезный Эти штуки чувак. очень помогают ассасинам. Так сказать, дают преимущество. Ну да, бомбы У разные меня бывают. полно бомб. Но только для ассасинов. Летальные, тактические, диверсионные и для особых случаев. Что за особый случай? Здесь все продается. Если, конечно, ты знаешь, как ими пользоваться. Я готов научиться. Ну, так никто тебе не мешает. Но он Только по-любому скажи. бабоса попросит. Подождите. Очень интересно. Расскажи мне о корпусах для бомб. У меня есть особая клейкая смола. Мой дядя Кемаль был от нее в восторге. Лейка. Во время конфликта Баязида с Венецией он как раз служил капитаном на Оттоманском флоте. Он любил такие бомбы, потому что они прилипали почти к любой поверхности. Эти, как они называются, ребят? В том конфликте я потерял друзей. И мы тоже, Эдсо. Сейчас Поэтому-то вспомню, я и как они стал называются во всех ассасином. играх. Ненавижу, когда наши лидеры возводят барьеры между людьми. Клеются. Война ради мира. Нет, нет, не липучки. У них Какая другая какая-то грустная название. ирония. Это всегда ирония, да. Может, когда-то она будет не Не, грустной. подожди, так и есть. Бомба-липучка, да, Осторожней с по-моему. Симтекс, во! Во, как называется. Научитесь пользоваться бомбой-липучкой, убив 3 цели в хорошо охраняемой зоне и оставаясь при этом незамеченным. Хорошо. Блин, а как же мне? Я ж туда не подойду. Блин, меня же сейчас спалят эти типы. Он подойдет сейчас. Ой, нихера себе бомба. Не шутя. Ну ведь наверняка у вас есть немного денег поделиться со мной. Не дадите монетку? Да ты, мать, с ума сошла, что ли? Трехпалый втес Шлеймана. Ага. Слушай, не шутя, они полезные. Это же вообще можно просто брать, накинул, все, и забыл.
Даже на стражника. Обалдеть. Слушай, здесь очень это круто реализовано. Я не знаю, конечно, какие там еще есть, но... Слушайте, а здесь даже, смотрите, есть тип, который продает их. 750 стоит, бля. Подождите, пока тормознем. Пока лучше сами покрафтим. Это очень дорого. Слушайте, но у нее такой поражающий этот, что вообще забейте. Что я сейчас немножко реально прям как-то это удивлен. Самую малость. Так, что, поехали? Такое точно никак. Поведет свои войска к Эдирне. Несомненно, если Селим решит атаковать его там, он будет разгромлен. Блин, ну я не ожидал. Это очень нам упростит жизнь. Знаете, обычно что-то в игру добавляется, знаешь, чисто для галочки. И реализовано просто, ну, никак не реализовано. Но здесь... Просто шикарная реализация бомбы. Это я еще только одну увидел. А ты представляешь, что там дальше может быть? Мне интересно, что за особые бомбы. Видишь, есть такие названия, типа особые бомбы. Слушайте, надо сундуки не пропускать. Когда вот этот звук есть, надо их реально выдергивать. Я, ребят, решил пробежаться по городу. Может быть, завербуем кого-нибудь. Подождите, не помню, что вот это за значок такой. Опа, опа, негатив. У тебя нет шансов! Пусть увидят ад, который их ждет. Вон он! За ним! Рамилы. Я не хочу умирать. Сражайся за правое дело, Аркадашим, а не только за жизнь. Если я смогу помогать другим, как ты помог мне, хорошо. +1. Вот видите, по городу все-таки очень полезно пройти было. Не забывайте, что ассасинов очень сильно потрепали. Очень сильно. И нам нужно рекрутировать новых воинов. Кстати, нужно отправить моих ребят. Нужно отправить моих ребят на... Давайте пока временно пистоль возьмем. Нужно отправить моих ребят на этот... Как он называется? На задание. Задание новое. Интересно. Зачем он это делает? Крышами как-то спокойнее мне. Давайте почекаем, может быть, еще где-то кого-то найдем, да? Опа. А мы уже на месте. Мне вот не нравится то, что вот здесь вот зона закрыта. Может быть, здесь где-то вышка есть? Слушайте, она прям очень близко. Может быть... Слушайте, а что если... Что нам мешает, правильно? Че это мы во вневедении-то находимся? Правильно? Оба! Бля! Это было больно. Разве таких дурачков не держат в специальных местах? Может, Да что же это? Так, спокуха. Недолет. Да-то нашли сундук. Шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это спасибо. Полезли.
Нужно как можно больше знать про местность. Мы не должны быть слепы. Должны быть максимально осведомлены о том, что вообще происходит в округе. Обалдеть. А ПКМ парашют, слушай, мне их жалко, они бабок стоят. Я думаю, что парашюты стоит все-таки немного приберечь для каких-то важных миссий. Сейчас я просто тратиться не хочу, нужно все бабки потратить на что-то дельное, что-то годное. Так. Ну что ж, а теперь можно и... Блин, у меня дух захватывает, когда он так прыгает. Я думаю, не у меня одного. Я спущу на тебя стражников, животное! Чего, блядь? Сейчас похоже. Кому ты проблем хочешь доставить? Хочет открыть механу. Сразу вспомнил один фильм. Кажется, весь мир впал в безумие. Здравствуйте. Мое почтение. В бумере, помните? Бонжорно, Нераба. Заходите. Эскузи. Эскузи. Ой, простите за беспорядок. Я так и не успела прибраться. Вы прибыли из Родоса, да? Си? Откуда вы знаете? Мы были на одном корабле. Эцу Аудиторе. София Сартор. Мы знакомы? Теперь да. Уже да. Можно осмотреться? Прего. Мои лучшие книги там. Дальше. Прекрасное было время и мода на декольте. Боже, я просто вот так вот поаплодирую. Бам-бам-бам-бам. Вообще просто мне нравится. В платье, да, какие были. Уф. Я дождусь этого времени. Место, где раньше находилась лавка пола, может содержать подсказки относительно местонахождения ключей Масиафа. Внимательно осмотрите эту область и поищите секреты. В этом районе редко встретишь итальянца. Почти все в венецианском квартале, да в Галате. Так, матушка, а ну-ка... Из-за войны атаманов с Венецией многие верно уехали отсюда. Я жила здесь с родителями в детстве. Что-то здесь В войну где-то. мы переехали, но я всегда знала, что вернусь. Опа. Нашли что-нибудь интересное? Мио Дио, что это такое? Это путь к моей бывшей. Инкредибиле. И куда он ведет? Может, посмотрим? Кто вы, мессер? Самый интересный мужчина в вашей жизни. А, и презентозо. А престо, София. Я скоро вернусь. Никто не знал, а я Бэтмен! Блин, да что ж такая игра-то интересная? Я же тут все буду. Что началось-то? Вот Секретик. дерьмо. Знаешь, сколько мы уже торчим в этой поганой цистерне? Лично я пару недель. Больше года. С того дня, как гроссмейстер нашел Дядя чертов ключ. Тонатор. Но он вообще понятия не имеет, что и как. Знает только, что это где-то в городе. Город-то большой. Ну да. Вот и я про то. Где-то в городе. А ну по местам, лентяи! Так. Цистерна. Сложное слово. Базилика. Через потайную дверь в магазине Софии Эцо попал в подземную цистерну, в которой хозяйничали тамплиеры. Внимательно осмотрите, но будьте осторожны. Ну, поехали. Секретики.
Здесь, наверное, логично вот сюда. Оп. Опа. Что-то здесь. Это у нас... А что это вы тут сныкали, а? А вот и британский порох, самый крутой. Здравствуйте. Ударный корпус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фосфор. Для чего это все здесь? Ага. Так. Одну секунду. Я понял, все. Все, я понял. Это просто. Пока что это просто. Пока что. Не допрыгну, да, наверное? Мое почтение. Ну и воняет. Говной. Мы скоро найдем ключи. Шрапнель. Ой, ребята. Скоро вы, да, найдете ключи. Еще арабский порох. А вот теперь, мои хорошие, а ну-ка, одну секундочку. Вот она, липкая, эта бомба. Которая по 700 стоит. Мы в нее... Так вот делаем. Стоп. Почему не выбирается? А, все, наверное, да? Почему шрапнель? Все правильно, шрапнель. Так. Это Эй, главный. не спать! Тебе платят, чтобы ты стерег двери, а не дрых. Он вроде и не спал. О, еще британские 2 штуки. Какая жирная лока. Ой-ой-ой.
Я могу, в принципе, его вообще взять. А ну-ка, парни. Вообще вот так вот сделать. Так, ждем. Спалил. Трупа нет. Нет тела, нет дела, да? Сюда. Еще ударный корпус. Давайте с правой стороны тоже подрежем. Сейчас он туда уходит. Этих мы здесь режем тоже. Пойдем-ка, сынок. Ножи как часы работают просто. Лучше сразу лутать, потому что может скипнуться место. Сейчас тех забираем. Блять. Успею, сейчас спалит. Сейчас спалит. Спалит? Прямо не попал, что ли, в него?
Что вечно стелс не умеешь. Я стараюсь. Я тебя в ад отправлю. Ага! Ты никуда не уйдешь. Блять. В этого, значит, не работает. Вон он! Ничего страшного, ладно. Не критично. Слушайте, ну я не знал, что ножи, я вижу, до этого ножами не пользовался. Я не знал, что ножи в этих... Ножи с алебардой не катят они. Значит, с алебардой нужно использовать либо выстрел, либо токсичные эти. Ну, токсик выстрел вот этот. Ничего страшного. Буду знать. Дымовая завеса. Будем знать. Но мне это понравилось. Это интересно. Это реально интересно так потихонечку проходить. Я аж поперхнулся. Меня тошнит от этого места. 8 часов, ребят. Невероятно. Надо бомб сделать. Сейчас очень много бомб сделаю. Вообще габелла будет. Сейчас я их, знаешь, сколько налеплю? Медленно отравляет всех, кто вдыхает ядовитый дым. Слушайте, а мне здесь где-то даже и вот это вот поинтереснее. Так, чисто между нами девочками. Почему я создать не могу? Создать не могу. Только так. Хорошо, тактически. Не, мне в принципе тех даже пока что хватит. Можно, конечно. Ударный. Отскакивать. Давайте вот таких вот сделаем, обычных этих. А эффект знаешь какой? Дымовые. Давайте вот так вот, наверное, сделаем. Так, а здесь у нас громкость взрыва, поджигатель создает эффект легкого задымления. Вот так вот. Поехали. Здесь наверх. Здесь надо наверх. Ребят также умеют, плюсаните там.
Петрос, проследи, чтоб для раскопок хватило факелов. Достало уже ползать тут, как кроту. Если честно, мне по духу ближе эти, как они называются, ножи, потому что, ну, они реально работают как часы. Ну вот смотри. Вот этот вот. Этот вот отлетает, пацан. Этот отлетает. Тот с алебардой, мы его не нокнем. Ага. Здесь очень быстро лутаем. Что-то в нем кажется мне очень странным. Без палева. А ну иди сюда, каторма. То есть, как вы видите, никто ничего не заметил. Да? Лучшее средство для алебарда. Вообще лучшее. Лучшее из лучших. Сюда мне нужен нож. Идеально. Я думаю, что бомбы... Как думаешь, откуда он? Он именно оттуда, откуда и все, кстати. Надо понять, как туда подняться. Не поднимусь. Ну, ёпта. Это здесь какой-то должен быть типа залаза или... Очень быстро. Ага. Нарарарарарам. Наранам, наранам. Нара-нара-нара-нара-нара-нара. Так. Пока все идет вообще как в аптеке. У нас любитель этих острых ощущений, я понял.
Тебе здесь нельзя. Что это ты здесь делаешь? Высокий. Он мне знаком. И куда, Кантара? Ок. Готово. Метательные ножи, просто с них идеально восполнять. А вот теперь вопрос другой. Куда дальше? Жаль, что с этих сундуков нету, вот с этих вообще ничего. То есть голды вообще нет. Но здесь есть порох очень-очень-очень мощный. Понимаю, наверное, вниз. Какая-то дверь или еще, да, что-то. Так. Да. Я видел, что были платформы, но они вообще никуда не ведут, ребят. На самом деле нам вот сюда. Так. Обыщи каждый угол. Да-да-да, свежее решение. Братанчик, ты прав. Даже думать нечего, в принципе. Ключ, ну он типа автоматически, я так понял, берет, потому что, видишь, сразу у меня следующее задание. Британского пороха, мне кажется, мне чуть ли не до конца игры хватит. А вот здесь, кстати, интересно, здесь не в эту дверь. Здесь куда-то надо... Понял. Даже так. Ну-ка, 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 ну-ка. Понял. Мы не одни, здесь кто-то есть. Смотрите в оба и будьте начеку. Ага. Прикол. Вот это сейчас был просто реально прикол. Тебе не уйти! Да ёпта, ну отпрыгни. Хорошо. Ладно. Кстати, я не понял, почему он именно так сделал. По идее, я по-твоему, откуда? должен был налево прыгнуть. Страшно.
можно так вот делать и все. Что же они здесь так усердно? Используйте орлиное зрение, чтобы найти секреты. Сразу цель найдена? Твое везение? Опа. Что, можете, наверное, меня поздравить? Или я рано еще радуюсь? Нет, это оно. Спасибо за подписку, мрак. Что? Погнали. Плюс добро. Теперь интересно, как мне отсюда выбраться. По идее, меня должно портнуть, да. Ассасин херня. Бро, ну если тебе не нравится серия Ассасин, приходи на следующую игру. У нас много разных вещей будет. Сегодня тем более еще и фан-видосики посмотрим. Не фан-видосики, а Сальве, Эцио. что-нибудь развлекательное. Ну что там? Вас долго не было? Это может заинтересовать вас. Мио Дио Кимеравилия. А вот и моя лавка. Взгляните на поля. Странные символы. А это название книг. Редких книг. Некоторым из них точно больше 1000 лет. Николо Поло спрятал эти книги здесь, в городе. На карте указано где. Да, вам удалось меня заинтриговать. По моим данным, сперва надо найти эти 3 книги. В них могут быть подсказки, где искать остальные. Молто курьезо. Еще один ключ был найден под дворцом Топкапи, но мы успеваем найти остальные. Найден кем? Теми, кто не читает книг. София, вы можете разгадать карту, чтобы я мог найти эти книги? А вы мне их отдадите, когда закончите? Мы что-нибудь придумаем. Мы договоримся. Я думаю, мы с тобой, матушка, найдем общий язык и договоримся. Юсуф, салюты. Пири сказал мне, что я могу застать тебя здесь. Ну что, ты нашел, что искал? Думаю, да. Это один из 5 ключей Альтаира. Странный артефакт. Ух ты! Ничего подобного в жизни не видел. Тебе надо спрятать его в надежном Почему? месте. Что? В нашем штабе, Си. Так я и сделаю. Интересно переливается. Так что привело Это тебя энергия сюда? какая-то внутри. Надо пообщаться с нашими союзниками. Загляну к ворам на базар, к наемникам у арсенала и цыганкам в квартал Константина. Цыганкам? Слишком много дел на один день, Юсуф. Давай лучше я пообщаюсь с цыганками. Тем более, в прошлом мне это удавалось нечасто. О, да. И в нынешнем. Хорошо, давай так. Если ты торопишься, можешь воспользоваться нашей сетью тоннелей. Ну, там немного спертый воздух, но зато крысы размером не больше собаки. Удачи. Грация. Найс. Воодушевил парень. Ну да, про цыганок-то я немножечко-то знаю. Да-да-да. Итак, мне нужно... Да, мне именно вот сюда-то вот и нужно. С цыганками, да. Особенно в ТикТоке есть у нас подход. Пока все эти мерзавцы не будут болтаться на виселице, этому городу не видать мирной жизни. А откуда звук? А кто это? Откуда И сейчас не кто? сомневайтесь ни на секунду, что эти... Стража возьмется. Не такие уж и плохие, да, ассасины?
Так, мне нужно срочно отправить бойцов на новые задания. Ни в коем случае про это нельзя забивать. Армия должна моя качаться. Ну что ж. Это все. Так, один задание выполнил. Выполнил. Плюс новичок. Красота. Так, ассасины. Прокачать, по-моему, я пока никого не могу. Пока что. Ага. Ничего. Поехали. А может быть вас, ребятки, отправить на что-то посерьезнее, а? Может быть вас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ну-ка, братцы... Давайте-ка я вас на всякий случай на парочку отправлю, да? Даже 1% я не буду рисковать. Нет. Я знаю этот 1%. Не надо. Потеряем всех. Только на 100... Пока что на 100%. Пока не прокачанные, мы их отправим. Давайте, братцы, работаем. Москва, Люблино, работаем. Ну что ж, я думаю, что именно на этом серия подходит к концу. И следующая серия — это у нас поход к гадалкам. Напоминаю, ребят, всем на ютубе то, что ссылочка на плейлист найдете внизу в описании. Спасибо всем, кто меня смотрит, делится этим видеороликом, ставит лайк и пишет хотя бы пару комментариев. Это очень помогает в продвижении. Всем приятного просмотра. Следующих серий увидимся. Пока-пока.